суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал обзоров крючком. Я сегодня хочу вам показать, как можно связать вот такую вот интересную оригинальную шаль. Она несложная, справится даже новичок. Ну что, свяжем? И для этого я взяла вот такие ниточки Alize Angora Gold, именно с Simli. Видите, они такие вот с металликом, такие вот они переливаются. Итак, смотрим по составу. 75% акрила, 25% шерсти и 5% вот этого самого металлика. Угу. Итак, что нам советуют здесь производители по поводу крючка? Они нам советуют брать крючок от 2 вот, до 4. Я беру троечку, я вязала данную пряжу троечкой, мне очень понравилось, все классно и отлично. Итак, начнем. Смотрите, схемку я обязательно приложу, да, непосредственно на экране. Вы можете заскриншотить, то есть сфотографировать экран. Итак, я вяжу вместе с вами, не отключаюсь, для того, чтобы прям пошагово объяснить вам. Итак, набираем такую петельку фиксации. Так. Набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вернулись к первой петельке, не петельке, которая фиксация у нас была, мы ее не трогаем. А вот именно к первой петельке вернулись, ввели крючок, захватили ниточку и протянули вот через последнюю нашу петельку. Раз, получилось такое вот колечко. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сейчас мы будем вязать в кольцо. То есть мы крючок вводим в кольцо, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Еще один столбик с накидом. Сюда же в кольцо ввели ниточку, крючочек. 2. У нас с вами получилось 3 столбика. Первый столбик это 3 петельки подъема. 2, 3. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же в кольцо вот эту вот ниточку мы тянем с собой. Угу, мы как раз ее будем прятать. Сюда же в кольцо провязали еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же в кольцо опять 3 столбика с накидом. То есть такой вот комплект из 3 столбиков с накидом под номером 3. Да? То есть третий раз. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем сюда же опять 3 столбика с накидом. 1 столбик. Сюда же 2 столбик. Видите, ниточка прячется, да? И сюда же 3 столбик с накидом. Все. Так, сейчас подтяну ниточку и покажу вам, что все. Ниточка у нас запрятана. Может быть, она у вас уже спряталась. У кого остается кончик, вы можете спокойно его отрезать. С ним уже ничего не произойдет. Он уже у нас зафиксирован и запрятан. Вот наш первый ряд. Так. Дальше у нас будет шалька расти в сторону, вверх, в сторону. Итак, смотрим, повторяем. Мы с вами должны, вот наше вязание, вот мы закончили, да? Так вот, сейчас повернемся. И мы должны пройти в центр вот этой арочки соединительными петельками. То есть в столбик вводим крючок и сразу же протягиваем ниточку через петельку. 1. В следующий столбик вводим крючок и сразу же протягиваем ее через следующую петельку. 2. В арочку ввели наш крючок и протянули вот так вот петельку. Все, мы в арочке. Дальше мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Сюда же еще 2 столбика. 1, 2. То есть вместе с петельками подъема получилось 3 столбика, да? 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же опять в эту же арочку еще 3 столбика с накидом. 1, 2. Обычные столбики. 3. Вот. У нас получился вот такой вот веерочек с арочкой. Запомните, по краешку веерочек с арочкой такой будет всегда. Угу. Дальше внимательно. 2 воздушные петли. 2. 1, 2. И идем вот к этому веерочку. Вот это именно конкретно арочки. И делаем точно так же. То есть 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2,
3. Вот, у нас опять получился веерочек вот такой вот арочкой в центре. Тоже запоминайте, данный веерочек с арочкой будет все время по центру. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. И следующая наша арочка нас ждет. Вводим крючок и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. Всегда по бокам, справа, слева и по центру вот будут именно вот эти веерочки с такой арочкой. Угу. Этот момент просто запомните, вы потом поймете принцип, увидите. Итак, что делаем дальше? Поворот, и мы опять должны вернуться в нашу арочку при помощи соединительных петелек. То есть в следующий столбик вводим верхушку крючок, вытягиваем ниточку и вот так вот раз провязываем сразу же петельку. В следующий столбик забрали ниточку и сразу же раз, видите, мы потихонечку перемещаемся к нашей арочке. И в арочку ввели крючок и сразу же раз, все, мы в арке. 3 воздушные петельки, то есть мы сейчас вяжем точно такой же веерочек. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, сюда же столбик с накидом и еще столбик с накидом. Получилось 3 столбика с накидом, да, вместе с вот этими петельками, если считать. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и сюда же еще опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот, получился опять наш веерочек, да, вот наша шалька, вот наш боковой веерочек. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки, 1, 2. Теперь внимательно смотрите. Вот у первого, ну как получится, вот этого веерочка нижнего, да, вот этот вот последний столбик будет у нас ориентиром. Мы за него беремся за верхушечку, вытягиваем ниточку и провязываем здесь столбик с накидом. Угу. Поняли? Дальше опять 2 воздушные петельки, 1, 2. Теперь у нас ориентир следующий веерочек, но уже здесь первый столбик. Вводим крючок в первый столбик, верхушку, и провязываем столбик с накидом. То есть формируем как бы вот такие вот окошечки, да? Опять 2 воздушные петельки, 1, 2, все, наш центральный веерочек. 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Вот боковой веерочек, 3 окошка, центральный веерочек. Теперь повторяем то же самое, что мы сделали справа, повторяем с левой стороной. Итак, 2 воздушные петельки, 1, 2. Смотрим. Вот у нас, видите, здесь был первый столбик, значит здесь будет последний столбик, как ориентир. Последний столбик ввели крючок и провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки, 1, 2. И у следующего веерочка берем первый, наоборот, столбик. Угу. И провязываем столбик с накидом. Вот, у нас уже 2 окошка. 1, 2. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И провязываем наш боковой вот этот вот веерочек. 1, 2, 3 столбика с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. Начинает потихонечку увеличиваться наша шалька, да? Пока у нас только 3 окошечка, веерочки, веерочки, веерочки. Понятно, да? Так, и далее продолжаем точно так же, да? То есть мы вот закончили наше вязание, возвращаемся соединительными петельками до арочки. 1, 2. И в арочку соединительная петелька 3. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же еще 2 столбика. 1, 2. Итого у нас получилось 3 столбика с накидом. 3 воздушные петельки. И сюда же опять 3 столбика. 1 с накидом. 2 и 3. Все, вот наш боковой веерочек готов. Далее продолжаем точно так же. 2 воздушные петельки.
Раз, два. И как ориентир последний столбик нашего вот этого веерочка. В него вводим крючок и провязываем столбик с накидом. А дальше будьте внимательны. Дальше мы начинаем с вами провязывать пышные столбики, формировать наш цветочек. Делаем одну воздушную петельку, подтягиваем вот так вот ее. Дальше накид. И вот у нас получается основание нашего столбика. Вот это вот так вот 2 петельки захватываем. И в эти петельки вводим крючок, вытягиваем ниточку. Да, это у нас получается как бы 2. Да? Дальше накид. Сюда же 3. Накид. Сюда же 4. Накид. Сюда же 5. Стоп. Дальше смотрите. Делаем опять накид. И помните, у нас было 3 окошечка. Раз, два, три. Вот первая ножка, да, между двумя окошечками. В нее, получается, в эту ножку ввели крючок. Вытянули ниточку. Раз. Сюда же накид 2. Сюда же накид 3. Точно так же 4, 5. Угу. И стоп. Пока не провязываем. Еще раз накид. В следующую, получается, ножку между вторым и третьим окошечком ввели крючок. Вытянули ниточку. Раз. 2, 3, 4, 5. И вот когда, получается, мы провязали, грубо говоря, 3 лепесточка, да, раз, два, три, набрали петелек. Вот тогда мы потихонечку, аккуратненько все провязываем за один раз. За один раз. Так. Ниточка немножечко такая пушистая, может немножечко расходиться. Аккуратненько. Так. Все вместе провязали. Вот таким вот образом. Угу. У нас получилось 3 лепесточка. Дальше опять вот такая вот воздушная петелька. Подтянули ниточку. Будем еще один лепесточек вязать. Накид. И вот в центр, который у нас образовался после 3 лепесточков, вот так вот в центр вводим крючок, вытягиваем ниточку. 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Сюда же 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Внимательно. И помните, у нас начинается так вот веерочек. Мы сказали, что ориентир первый столбик. Накид. И вот сюда провязываем столбик с накидом. Вот, у нас с вами получилось 4 лепесточка нашего будущего цветочка. Все, дальше что делаем? Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот наш центральный веерочек. Мы провязываем его как центральный веерочек. То есть 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Вот. Центральный веерочек одинаковый, как всегда, готов. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. То есть мы повторяем точно так же, как мы связали с правой стороны. То есть несложно. Правая связали, левую повторили. Угу. Итак, 2 воздушные петельки. Раз, два. И в последний столбик веерочка центрального провязываем столбик с накидом. Раз, два. Все, теперь начинаем вязать цветочек. Начинаем набирать первые лепесточки. Итак, накид, воздушная петелька. Потянули вот так вот петельку. Накид. И вот в основании нашего столбика, где 2 петельки, вводим крючок, вытягиваем ниточку. 2 получается. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Теперь, не провязывая, дальше идем к следующей ножке. Вот наш раз, два, 3 окошечко. Между первым и вторым окошечком ножка. В нее вводим крючок. Раз, 2, 3, 4, 5. И теперь идем между вторым и третьим окошечком. Вот между вторым и третьим ножка. Точно так же сюда в верхушку вводим крючок. Раз, 2, 3, 4, 5. И вот теперь аккуратненько все провязываем. Тихонечко одной петелькой все. Так, где-то здесь затянулась еще одна ниточка. Так, и дальше. Хоп. Все вместе провязали. Так, вот такая вот у нас получается красота. Дальше опять одна воздушная петелька, потянули ее. Накид. И вот в центр, там, где у нас 3 петельки, 3 лепесточка было, да, образовали центр такой. Вытягиваем ниточку. 2.
сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. И вот потом все вместе провязали, зафиксировали. И только потом идем к нашему веерочку, а именно к первому столбику. Угу. И вот так вот провязываем столбик. Дальше 2 воздушные петли и заканчиваем наш веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 3 воздушные петельки и сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Вот, смотрите, у нас начинает формироваться цветочек. Цветочек слева, цветочек справа. Угу. У вас также получается? Смотрите, как красота. Так, и продолжаем дальше. Итак, вот мы закончили наш веерочек. Опять возвращаем поворот и возвращаемся соединительными петельками в нашу арочку. Раз, петелька, верхушку ввели крючок, 2 петелька и в арочку ввели 3 петелька. Теперь 3 воздушные петельки, раз, два, три. Точно такой же веерочек. Угу. Раз столбик, 2 столбика, итого 3 столбика получается. 3 воздушные петли и сюда же опять раз столбик, 2 столбик, 3 столбик. Все, вот наш боковой веерочек готов. Теперь дальше продолжаем наш ряд. 2 воздушные петельки, раз, два, и ориентир последний столбик, да? Опять в него делаем столбик вот так вот с накидом. Угу. Опять 2 воздушные петельки, раз, два. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. То есть опять начинаем формировать наши окошечки. Угу. Далее 2 воздушные петельки, и теперь внимательно. Накид. И вот в центр ныряем, да, вот между вот эти центр лепесточков этих. Вытягиваем ниточку. Раз. Сюда же 2, 3, 4, 5. Формируем лепесточек еще один. Провязываем все вместе. Зафиксировали. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же опять ныряем. Еще лепесточек один делаем. Будет красивее. Чем больше лепесточков больше, тем красивее, да? Итак, раз. Дальше накид 2. Накид 3. Накид 4 и накид 5. Все вместе провязали. Вот так вот одним разом зафиксировали. Угу. Вот наш красивый цветочек. И дальше продолжаем опять. 2 воздушные петельки. Вот он наш столбик первый. Мы в него тоже делаем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И мы, получается, ориентир первый столбик нашего вот этого центрального веерочка. В него, получается, делаем столбик вот так вот с накидом. Угу. И опять сформировали окошечки. Видите, какая получается красота. Все. И когда мы уже сделали, провязали здесь вот столбик, переходим непосредственно 2 воздушные петельки, переходим в нашу, получается, арочку. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Понятно? Теперь ваша задача повторить зеркально, точно так же, как вот, то есть в обратном порядке, вот так вот. Повторить ряд с этим окончанием, с этого лепесточка, да, вот с этим раз, два лепесточки. Давайте еще раз покажу вам. Раз, два, 2 воздушные петельки. Мы ориентир последний столбик. Здесь у нас первый столбик веерочка, здесь последний столбик веерочка. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки, то есть запомнили, да, окошечко, значит 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки, здесь внимательно будем делать лепесточки. Итак, накид, утопаем вот в сердцевинку, да, вот так вот, вытягиваем ниточку, раз, еще раз, 2, еще раз, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Раз, два. И последний лепесточек. Утопаем. Раз, два, 3, 4, 5.
Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к концу лепесточка, к столбику, столбиком с накидом. Опять окошечко, 2 воздушные петельки и к вот этому первому столбику вот этого бокового веерочка присоединяемся. Еще окошечко и 2 воздушные петельки, делаем наш последний вот этот вот веерочек. Раз, крайний, да, 2, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петельки и дальше точно так же в арочку провязываем еще 3 столбика с накидом. Но я так поняла, что с веерочками уже понятно, да? Крайние веерочки левый, правый и центральный провязываются одинаково вне зависимости от того, какой это ряд. Как вам? Интересно? Классно. Нежненько, аккуратненько, необычненько. Итак, дальше у нас будут располагаться цветочки, получается, в шахматном порядке, да? То есть, если по одному цветочку между ними раз, раз. Если внимательно приглядитесь, как ориентир, 3 окошка. Вот раз, два, три. Помните, мы здесь начинали? Вначале 3 окошка было, потом начался цветочек. Здесь получилось 3 окошка, значит, дальше будет цветочек. Тут тоже 3 окошка, раз, два, три, дальше будет цветочек. Понятно? Давайте, я буду теперь показывать по одной стороне, а вы будете заканчивать самостоятельно по другой. Договорились? Давайте. Потому что я думаю, что у вас уже, и надеюсь, все получится самостоятельно, да? Итак, вот мы закончили наш веерочек. Поворот. Все то же самое, ничего нового. Смотрите, вот так вот. Соединительная петелька раз. Соединительная петелька 2. И соединительная петелька 3. 3 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Ну, получается, 2 столбика, да, первый это 3 петельки, 3 воздушные петли и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Все, готов наш боковой веерочек. 2 воздушные петельки, формируем окошечко. Вот наш, получается, крайний, последний столбик веерочка, в него мы провязываем столбик с накидом. Все, начинаем точно так же, как и здесь мы с вами, получается, провязывали наш лепесточек. Итак, воздушная петелька, подтянули, накид. Вот между, получается, вот этими 2 петельками верхушки вводим крючок, вытягиваем ниточку. Раз, сюда же 2, 3, 4. Первая петелька у нас была, это было 5. Накид. Вот она, ножка наших окошек между первым и вторым. Вот в эту ножку вводим крючок, вытягиваем. Раз, 2, 3, 4, 5. Далее между вторым и третьим окошком ножка, в нее тоже делаем точно так же 5 петелек, 5 накидов. Раз, 2, 3, 4, 5. Все. И теперь аккуратненько за один раз все это дело провязываем. Протянули. Далее зафиксировали. Таким вот образом. Дальше следующий лепесточек. Воздушная петелька. Подтянули ниточку. Накид. И вот в сердцевинку, которая образовалась между 3 лепесточками, делаем раз. Накид 2. Накид 3. Накид 4. Накид 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И дальше идем вот к нашей, получается, следующей ножке. Раз. Красота. Красота. Дальше мы должны будем с вами провязать, получается, еще одно окошечко вот между этими лепесточками. 2 воздушные петельки и верхушку вот этого лепесточка провязываем столбик с накидом. Так. А теперь, видите, опять 3 окошечка. Значит, мы должны формировать еще один цветочек. Воздушная петелька, подтянули ниточку, накид. Вот первые вот эти 2 петельки столбика верхушки, вводим крючок, вытягиваем ниточку. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. И вот первая у нас была это
пятая, получается, да, это была первая петелька наша, которую мы потянули. Накид. Вот следующая ножка между первым и вторым окошечком. В нее раз. Дальше 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. И между вторым и третьим окошечком вот эта ножка тоже сюда ввели. Раз. Накид. 2. 3. 4. 5. И все вместе провязали. Сейчас, ниточка лишняя затянулась. И зафиксировали. Угу. Опять воздушная петелька, потянули и в сердцевинку. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали и шагнули. Вот первый столбик как ориентир, первый столбик веерочка. Угу. Вот, смотрите. Начинаются формироваться вот наши два таких вот красивых цветочка. Дальше 2 воздушные петельки и опять делаем наш веерочек. Угу. Раз, 2, 3. Между столбиками 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И сюда же опять раз, 2, 3 столбика с накидом. Угу. Вот, смотрите. Вот такая вот красота. Точно так же провяжите. А теперь вы должны будете вернуться. Смотрите зеркально на эту сторону. И у вас все получится. Понятно? Все, давайте, ориентируйтесь. И встречаемся вот здесь. Вот посмотрим, что у вас получилось. Договорились? Вот такая вот у нас получается небольшая шалька пока. Итак, смотрите, я, получается, закончила, да, эту сторону. Получился еще пол цветочка. Провязала дальше уже веерочек. Видите? Уже развернулась и провязала еще один веерочек. Дальше мы с вами будем заканчивать цветочек. Точно так же, как мы это делали вот в этом ряду, да? Итак, смотрим. Закончили веерочек. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И ориентир, последний столбик бокового веерочка. В него делаем точно так же столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки. И вот в этот же столбик, где заканчивается лепесточек, еще один столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И вот здесь мы с вами заканчиваем наш цветочек. В сердцевинку ввели крючок. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же последний лепесточек. Раз, 2, 3, 4 и 5. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и шагаем вот к этому столбику, на котором заканчивается предыдущий лепесточек. Протянули ниточку, столбик с накидом. Есть. Опять 2 воздушные петельки. Следующее окошко формируем. Столбик с накидом, столбик с накидом. Угу. 2 воздушные петельки и опять формируем наш последний, последние 2 лепесточка. Раз, накид, сюда же 2 в сердцевинку, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Раз, 2. И сюда же последний лепесток. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Так, вот наши цветочки. Угу. Все, и заканчиваем, получается, наш ряд. Доходим до серединки. 2 воздушные петли. Раз, 2. Вот, где заканчивается лепесточек, в столбик делаем столбик. Опять 2 воздушные петли. И в первый столбик веерочка провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли и провязываем сам веерочек. Понятно? Вот. У вас уже 2 полноценных цветочка. Давайте самостоятельно веерочек. Возвращаетесь точно так же, зеркально, да? Точно так же возвращайтесь. Я вас встречаю в конце ряда. Давайте.
встречаю, когда уже будет у вас полноценных 2 цветочка. И у меня тоже. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите. У вас также получается? Вот у нас уже здесь получается 2 цветочка. А дальше будьте внимательны. Смотрите. Все ряды дальше будут повторяться. Видите? То есть мы здесь начали, у нас 3 окошечка было, да? Начали цветочек. Вот здесь 3 окошечка, раз, два, три. Значит, следующий будет цветочек. Вот здесь получается, вот у нас 3 окошечка, раз, два, три. Следующий цветочек, видите? То есть вот у нас 3 окошечка, раз, два, три. Так, вот они. 2 лепесточка отсюда будут выходить. Угу. Значит, здесь будет цветочек. Смотрим. Раз, два, три. Здесь будет опять цветочек. Угу. И здесь 3 окошечка. Раз, два, три. Цветочек. То есть в каждом ряду у вас будет увеличиваться в шахматном порядке цветочки. Да? Раз, два, три. Договорились? Давайте я вам еще раз один рядочек покажу. И дальше вы будете вязать точно так же каждый ряд. Угу. Каждый ряд. Итак, запоминаем. 2 воздушные петельки. Раз, два. Последний столбик веерочка. Это наш столбик с накидом. Все, и оттуда мы начинаем цветочек. Понятно? Вы не запутайтесь. Как только у вас в предыдущем ряду образовалось 3 окошечка, значит в следующем ряду начинаете цветочек. Одно окошко и пошел цветок. Угу. Потянули петельку. Так. Вот верхушку столбика, вот в эти 2 петельки ввели крючок. И вытягиваем наши петельки. Раз. Сейчас, секундочку. Чтобы было все аккуратненько и красивенько. 2. Далее 3. Потом 4. 5. Далее смотрим. Следующую, получается, ножку делаем. Да, лепесточек между первым и вторым окошечком. Вот в этот столбик. Раз. 2. 3. 4. 5. И набираем между вторым и третьим, вот ножка, следующий лепесточек. Раз. 2. 3. 4. 5. Все. Набрали 3 лепесточка. Аккуратненько вот так вот провязываем, протягиваем одной петелькой и фиксируем. Угу. Воздушная петелька. И набираем следующий лепесточек. Вытянули петельку и в сердцевинку. Раз, 2, 3, 4. Провязали все вместе, зафиксировали. И вот наш лепесточек закончился, да, получается. Вот. Шагаем через окошечко вот это вот и делаем столбик с накидом. Угу. 2 воздушные петельки и к следующему лепесточку шагаем, делаем опять столбик с накидом. Вот мы видим 3 окошечка, и мы здесь будем рисовать, да? Будем вязать следующий наш цветочек. Набираем вот такую вот петельку, вытягиваем ее и точно так же опять. Раз, 2, 3, 4. Угу. Следующая ножка. Раз, 2, 3, 4, 5. И следующая. Раз, 2, 3, 4, 5. Аккуратненько все провязали. Вот так вот. Зафиксировали. Угу. Потянули петельку. И еще один лепесточек в центр. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали. Зафиксировали. И присоединились к следующему лепесточку. Опля. Видите? Вот у нас уже такие вот половинки цветочков. 2 воздушные петельки к следующему лепесточку. Раз. Угу. Вот, начинается опять 3 окошечка. Значит, начинается наш цветочек. Потянули ниточку. И точно так же. Раз. 2. 3.
и 4. Дальше в ножку, да, столбик. Раз, два, три, 4, 5. И в следующий раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе аккуратненько провязываем. Так. И вот так вот фиксируем. Опять петелька, потянули в сердцевинку лепесточек. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали и перескочили вот к первому столбику нашего веерочка. Все, на этом наш, получается, ряд заканчивается. 2 воздушные петельки и полноценный веерочек. Угу. Принцип понятен, да? Вот. Только вы увидели 3 окошечка, у вас сформировалось, начинается цветочек. Угу. Между лепесточками окошечко опять, цветочек. Между лепесточками окошечко, цветочек, веерочек. Здесь возвращаетесь самостоятельно, точно так же. Договорились? Здесь я вас опять встречу и вернусь вместе с вами, чтобы уже точно показать, как мы с вами будем дальше работать. Давайте. Так, смотрите. Вот, провязала, получается, да, вторую половинку с цветочками. Видите, в шахматном порядке они тут. Раз, два, три. Был 1, 2, 3. Видите, то же самое. У вас также получается? Итак, возвращаемся обратно. То есть я здесь уже сделала веерочек. Видите, да? То есть это несложно. Вы уже принцип поняли, как его вязать. И возвращаемся обратно. Будем провязывать оставшиеся 2 лепесточка у наших цветочков. Итак, после веерочка 2 воздушные петли и столбик в последний столбик предыдущего веерочка. Раз. 2 воздушные петли, столбик в столбик. Угу. Опять 2 воздушные петли. И здесь мы будем делать лепесточек. В сердцевинку ввели крючок, вытянули ниточку. Раз, 2, 3, 4, 5. Здесь мы все вместе сразу провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же последний лепесточек. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Вот наш цветочек. Видите, получилось следующие 3 окошечка. Значит, здесь будет следующий цветочек. Ну, принцип понятен, да? Итак, продолжаем дальше. 2 воздушные петельки. Дальше. Вот у нас лепесточек закончился. Сюда мы делаем столбик. Раз. 2 воздушные петельки. И там, где закончился, начался вот этот следующий лепесточек следующего цветочка, тоже делаем столбик с накидом 2. Опять 2 воздушные петельки и начинаем формировать третий. Получается, да? Третье окошечко. Видите? Раз, два, три. То есть последний лепесточек делаем. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И в сердцевинку последний лепесточек. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Вот наши цветочки. Идем дальше точно так же. 2 воздушные петельки. Там, где заканчивается лепесточек, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Там, где начинается лепесточек следующего цветочка, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И последний, третий цветочек провязываем последние лепесточки. В сердцевинку. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Смотрите. Получается, там, где у нас заканчивается лепесточек, раз, столбик. Так. 2 воздушные петельки. Там, где у нас начинается веерочек, 2 столбик, 2 воздушные петельки и сам веерочек. Угу. Все, у нас опять образовалось, получается, 3 окошечка. Понятно? То есть для следующего ряда, чтобы вы могли понять.
Итого у вас что получается? У вас, получается, будут чередоваться 2 ряда. Вот с этими лепесточками, с 4 и с 2. Угу. 4, 2. Да, лепесточка. Следующие 4, 2. То есть вот так вот они будут в шахматном порядке. Ну, скажите, здорово, да? Давайте довяжем вторую половинку и еще раз посмотрим, что получается. Давайте. Итак, смотрите, вот получается, довязала, да? По 2 лепесточка. Все. И дальше мы будем вязать точно так же. То есть, видите, 3 окошечка, значит, здесь будет цветочек. Да? Вот так вот перевернем. Угу. И будем повторять предыдущий ряд. То есть опять нижние лепесточки. Ничего сложного. 2 ряда. Еще раз повторюсь, 2 ряда вам нужно вязать. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Просто цветочки у вас будут увеличиваться количество, и они будут находиться в шахматном порядке. Итак, смотрите, что у меня в итоге получилось. Вот мы с вами начинали провязывать вместе, да, от центра, и вот так вот у нас треугольничком росла шалька. Я ее связала размером, получается, вот так вот в длину она у меня 220 сантиметров, а вот так вот в высоту она у меня 115 сантиметров. Это с учетом вот этих вот кисточек уже. И вес у нее получился аж 550 грамм. Это получается 5 полных моточков и половинка следующего моточка. Видите? То есть как бы вот эти вот пышные столбики кушают много пряжи, но оно того стоит. Возможно, на видео не передается, но она очень-очень блестит, такая очень-очень нарядная в итоге получается. Смотрите, вязала я вязала, да, до нужного размера. Вы можете вязать больше, можете вязать меньше, на ваше усмотрение. Как я закончила вязание. Смотрите, вот у меня шли цветочки, окошечки, и я через окошечко, видите, через окошечко провязала просто обычные веерочки, столбики с накидом. Вот. Они состоят у меня из 6 столбиков с накидом, и между, получается, третьим и четвертым столбиком я сделала вот такую вот, получается, кисточку. Кисточка делается несложно, в интернете на ютубе очень много мастер-классов. Каждую, получается, вот эти 2 ниточки я еще, смотрите, сделала узелочек. То есть у меня вот каждая кисточка вот с таким узелочком. Да, это немножко муторно, долго, но оно того стоит, смотрите. По итогу получается очень даже симпатично. Вот центр, получается, моей шальки. Такой же веерочек, тут ничего сложного. Все, и вот такая вот красота. Повторюсь, она очень блестит, очень нарядная. Так что вяжите, вы вяжите любой пряжей. В любом случае, мне кажется, она будет очень смотреться шикарно. Ну как вам видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.